Приветствую, друзья! Сегодня мы поговорим об Elgin VM2, который выпускался компанией Harding Brothers с середины 30-х до конца 50-х годов 20 века. Фрезерный станок не предназначался для выполнения тяжелых работ, но, по мнению пользователей, был разработан как исключительно хороший станок класса инструментального цеха с плавным ходом и приятным управлением. Стол и колонны были отшлифованы вручную до идеальной посадки и снабжены индивидуальными замками. Стол с тремя Т-образными пазами был отшлифован с верхней и боковых сторон, а винт вертикальной подачи был полностью закрыт и снабжен упорной площадкой на шарикоподшипниках. Хотя ранние версии были оснащены довольно маленькими лимбами с микрометрическими циферблатами винта подачи, более поздние модели получили более крупные и гораздо более удобные для чтения циферблаты с шагом 0,01 дюйма. Закаленный и отшлифованный как снаружи, так и внутри шпиндель вращался в пиноле с ограниченным ходом, перемещаемый червячной и колесной передачами. Пиноль перемещалась в специальных герметичных шарикоподшипниках Super Perfect с прецизионным предварительным натягом, а шпиндель из никелевой легированной стали жестко опирался на пару конических роликовых подшипников. Кроме того, была введена еще одна доработка. Пятиступенчатый приводной шкив работал на собственных подшипниках, приводя шпиндель в движение через шпонку. Конструкция, которая избавляла шпиндель от любых деформаций из-за натяжения ремня. Цанги для удержания фрезы были зажимными прямого типа. Несмотря на отсутствие быстрой подачи сверла, вся головка, установленная на конце массивной стальной штанги, проходящей через верхнюю часть основной колонны, могла наклоняться под углом 90 градусов в любую сторону от вертикали. Предусмотрено 5 скоростей: 400, 700, 1250, 2250 и 4000 оборотов в минуту, приводимых в движение клиновым ремнем от установленного сзади с фланцем двигателя 1150 оборотов в минуту мощностью 0,5 лошадиных сил. Фрезер можно было установить на собственном столе владельца, а также заказать подставку из ламинированного дерева или сварной стали 1/4 дюйма. Последняя имела очень прочную верхнюю плиту толщиной 3/4 дюйма. Основные размеры станка составляли высоту 33,5 дюйма, ширину 24 дюйма, глубину 22,5 дюйма и весила около 1000 фунтов. Несмотря на такие относительно небольшие размеры, станок оснащался также и автоматической продольной подачей с автоматической остановкой. Крутящий момент передавался на винт стола через специальный телескопический вал с двумя шарнирами на концах с электродвигателя через редуктор с червячным механизмом. Все перемещения осуществлялись через соединение ласточкин хвост. Весьма необычной была форма выдвижной горизонтальной колонны, собственно круглого сечения, однако конструктор постарался по максимуму увеличить жесткость при помощи специального замка и шпонки, которые надежно фиксировали хобот к станине. Для осуществления сверлильных работ у станка на правой боковой поверхности вертикальной фрезерной головки находился рычаг. Еще можно заметить между столом и станиной устройство категории «мелочь, но приятно», которое состоит из вертикально расположенного прутка с регулировочными гайками, выполняющую роль упора вертикального перемещения. Также очень удивило отсутствие маховиков на координатном столе. Можно было списать на то, что в то время многие станки оснащались просто ручками, как здесь. Однако на вертикальной головке есть же маховик подачи пиноли. Как это объяснить, я не знаю. В 1953 году версия с остальной стойкой, укомплектованная двигателем и готовая к работе, продавалась за $1550 США. За дополнительные $220 США можно было приобрести блок питания стола, прецизионные тиски с поворотным основанием за $90, индексирующую головку за $125 и делительные приспособления 41 за 110 фунтов стерлингов. Цанги для шпинделя предлагались по скромной цене $4 за штуку, хотя сегодня их цена выросла до 147. В общем, станок довольно интересный и выглядит очень надежным. Все элементы цельнолитые, а присутствие на
всех подачах фиксирующих винтов наводит на мысль, что обработка может быть действительно прецизионной. Ну а вы что об этом думаете? Универсальный вертикально-фрезерно-строгальный станок, созданный данной компанией, был настоящим открытием. Он не был похож ни на один станок, существующий до этого. Специалисты по производству назвали его станком 1000 применений, в очередной раз акцентируя внимание на его широкоуниверсальность. Полезность и универсальность прецизионного фрезерного станка Cochrane установила поразительные рекорды в таблицах расходов многих инструментальных и механических цехов. Там, где использовались универсальные вертикальные фрезерные станки, произошло определенное снижение затрат и такой же рост эффективности производства. Благодаря установке вертикальных фрезерных и пазовых головок рядом друг с другом, а также оригинальному механизму привода стола, который можно настроить на непрерывную или прерывистую подачу, опытные механики находили широкие возможности для открытия новых и экономящих время способов обработки сложных деталей при одном или уменьшенном количестве настроек. Благодаря оригинальному дизайну патентный документ на него занимал около 14 страниц. Станок на самом деле был немного более универсальным, чем можно было предположить по названию, поскольку его можно было использовать не только как вертикальный фрезер и пазовый фрезер, но и как координатно-сверлильный станок, а при горизонтальном положении головки как обычный, хотя и маломощный, строгальный. Универсальный станок весил чуть меньше тонны и занимал площадь 145 на 170 см. Он также выпускался только с фрезерной или пазовой головкой и, скорее всего, впервые был продан в 1912 году, когда начали появляться статьи в технической прессе. Главная колонна высотой около 70 дюймов была отлита как единое целое с цельной ножкой и головкой. Последняя была сформирована для размещения смазываемой маслом коробки передач со скоростью вращения шпинделя. Первоначально она приводилась в движение либо плоским ремнем от вала воздушной линии, либо дистанционным контрвалом. Однако в более поздние годы была предложена автономная машина с регулируемой по высоте платформой, установленной на верхней части колонны, на которую можно было установить рекомендованный двигатель мощностью 1150 оборотов в минуту. Обе головки располагались на общей поворотной бабышке, которая выступала из передней части коробки переключения скоростей и крепилась тремя болтами, проходящими через круглый Т-образный паз. Такая конструкция позволяла вращать головку на 360 градусов. При этом установка облегчалась благодаря наличию червячно-колесной передачи, управляемой рукояткой. Кроме того, каждая головка могла поворачиваться независимо под прямым углом к оси горизонтальной опоры. Имелась небольшая разница в количестве поворотов для каждой головки. Фрезерная головка могла наклоняться на 45 градусов в каждую сторону от вертикали, в то же время как пазовая головка была ограничена 40 градусами. По окружности всех вращающихся элементов были выгравированы градусные шкалы, а за дополнительную плату можно было установить нониусные метки. От двигателя или контрвала с помощью широкого плоского ремня привод передавался на входной шкив коробки передач, работающий на роликовых подшипниках и включающий в себя муфту, рукоятка управления которой поворачивалась с правой стороны колонны. Коробка передач была простого типа с конусом из 5 закаленных шестерен на шлицевом валу. Требуемая скорость включалась скользящим ключом. На ранних станках в фрезерную головку была встроена реверсивная передача, но поскольку максимальная скорость была довольно низкой, около 330 оборотов в минуту, в более поздних версиях от нее отказались и вместо нее установили вспомогательную коробку передач на верхней части фрезерной головки, которая удвоила число оборотов шпинделя до 10. Теперь они составляли от 55 до 2122 оборота в минуту. Скорость выбиралась с помощью длинного квадратного рычага,
поворачивающейся с правой стороны колонны, на боковой стороне которого были выгравированы 5 скоростей хода от 25 до 150 в минуту. Приводимая в движение цилиндрическими и коническими шестернями, вертикальная головка содержала конический шпиндель B&S, который на ранних версиях работал в конических бронзовых втулках, оснащенных регулировочными манжетами, а на более поздних станках в регулируемых конических роликовых подшипниках или шариковых. Ход пиноли 3,5 дюйма контролировался маховиком тонкой подачи, работающим через червячно-колесную передачу. Также был установлен микрометрический винтовой упор, циферблат которого был градуирован в тысячных долях дюйма. В качестве дополнительной опции предлагалась подача вниз, 4 скорости подачи. Плунжер пазовой фрезы также приводился в движение цилиндрическими и коническими шестернями, колебался с помощью кривошипно-шатунного механизма, имел ход от 0 до 6 дюймов и оснащался механизмом быстрого возврата. Держатель инструмента мог поворачиваться на конце плунжера и таким образом работать под любым углом. Положительный рельеф обеспечивался в конце хода резания механизмом с шарнирным соединением, а освобождение осуществлялось рельефной собачкой, ударяющей по рельефному валику. На обратном ходе инструмент оставался свободным до тех пор, пока противоположный валик не зацеплял его для хода резания. Валики должны были быть правильно установлены, поскольку длина хода варьировалась, что обеспечивалось винтовым регулятором с левой и правой резьбой, оснащенным головкой с накаткой для легкого захвата замасленными пальцами. УМ1, УМ2 и УМ3. Это универсальный станок, который смог объединить в себе 4 полноценных станка. И хоть позиционировался как станок для использования в помещениях с ограниченным пространством, таких как корабли, большие подводные лодки, железнодорожные вагоны и в кузове грузовиков, станок получил большую популярность в свое время и среди небольших компаний, занимающихся изготовлением деталей для механических бытовых устройств и не только. Первая, самая ранняя модель УМ1 представляла собой довольно массивный агрегат, собранный из литых чугунных деталей. Весь станок условно можно разделить на две рабочие полноценные зоны.
одна из которых находится на передней поверхности и составляет правую половину станка. Это токарный станок, вполне обычный для тех времен конструкции. У станка, как и полагалось, имелся довольно массивный суппорт с поперечной и малой продольной подачей. Однако, чтобы еще раз напомнить оператору, что он работает на универсальном станке, на верхней поверхности продольной подачи находилось еще два Т-паза. А вот что на них крепилось, оставалось только догадаться. Конечно же, имелся и ходовой винт для нарезания резьб, гитара которого была расположена на левой стороне станка, где кроме передней бабки размещались еще, можно сказать, 3 станка. Как вы уже успели заметить, о безопасности в те времена мало кто задумывался, ведь потянувшись за рычагом слева, токарь мог быть с легкостью намотан на шестеренки гитары. И эта желтая псевдозащита в виде жестяной полоски, которая в процессе использования станка часто отлетала, придавала условные ощущения своей безопасности. Правая часть станины станка опиралась на очень типичную для конца 19-го, начала 20 века ножки. В этом же конце располагалась добротно выполненная задняя бабка. Вторая рабочая зона станка, собственно, левая его часть, представляла собой нагромождение, состоящее из узлов 3 станков. И хоть и разобраться во всем этом несведущему оператору было не так просто и требовались определенные навыки, профессиональный фрезеровщик с легкостью мог понять все узлы управления. Ведь, как говорил ранее, именно отсутствие понятия безопасности и открытые шестеренки, как, например, коническая, передающая вращение на шпиндель сверлильного, подскажут наверняка, какой рычаг за что отвечает. Собственно, здесь, в левой части станка, мы можем заметить узлы таких станков, как сверлильный, горизонтальный фрезерный и, как ни странно, строгальный. Добротный стол с 3 Т-пазами имел механизм автоматической подачи с реверсом и телескопическим открытым валом на шарнирах. Использовался стол не только для сверления и фрезеровки, но и для строгания. На передней поверхности сверлильной части можно заметить крестовидный рычаг управления вылетом шпинделя, что говорит о том, что данный узел использовался не только для сверления, но и для расточки, а возможно и вертикальной фрезеровки. Для выведения и зацепления данного рычага и последующее выполнение сверлильных работ чуть выше находился фиксирующий рычаг. У первой модели станка крутящий момент передавался от электродвигателя через систему шкивов для плоского ремня, которая находилась на задней части станка, и, конечно же, все было открыто, как в лучших традициях того времени. В последующих моделях
таких как УМ2 и УМ3, были учтены все недостатки. И кроме того, что были закрыты все шестеренки и привода, сверлильный узел сместился на переднюю поверхность станка. Теперь последний составляет единое целое с корпусом передней бабки. Также у сверлилки появился свой узел управления и собственный стол. С этого момента на станке могли работать уже 3 человека. На этом у меня все, ну а вас я попрошу написать в комментариях, что вы думаете об этом станке. Спасибо всем за внимание, всем пока.